Мы с тобой давно не виделись. Да, очень давно. Я хочу узнать и услышать, как ты. Кто первый начнет? Я помню, как мне исполнилось 5 лет, родители дали мне велосипед. Я прокатилась по кругу раз, два, три, а потом я в больнице, потому что у меня менингит. Таково было явление рока. Он явился мне сине-голубым электрическим током. Как сейчас помню. С тех пор во мне произошли странные изменения, овладевшие моим сознанием, восприятием, ходом вещей. В 6 лет жизнь навевала на меня тоску. Я глядела в будущее и наблюдала там лишь мрак и пустоту. Впрочем, не слишком унывала. Потом я пошла в 1 класс. В школе надо мной немножко смеялись жестокостью детей. Я не получала особого снисхождения от учителей. В общем-то, это все совсем не ново. Рок отрезал меня от людей, чтобы в будущем сделать изгоем. Я приняла это как факт и решила, что буду улыбаться всегда. С этой жизнерадостной личиной я шла и не задумывалась о роковых причинах. В это время рок диктовал свои правила игры. В 11 лет боль надолго пронзила мне виски. Я смиренно приняла и эту превратность судьбы, стала жить в сберегающем режиме, жила в полсилы, родители таскали меня по врачам. Когда опять начинала болеть голова, я просто лежала. В страхе, что от боли забрею весь диван. Так я прожила 10 лет. Все это время я была сосредоточена на режиме выживания, держась наготове в случае любого физического недомогания, глядя на мир из угла, замерев словно кататоник, наблюдая, как мимо пробегают люди и мои лучшие годы. 5 класс, 6, 7, 8, кое-как дотянула до 9. Вселенная схватила меня за уши и сказала: «Ты хочешь стать аниматором». Так я попала на свой следующий жизненный круг. Декорации сменились, но моя жизнь была по-прежнему скудной. Я выживала, училась, страдала головой, боль не утихала ни днем, ни ночью, ни в колледже. Я стала тонкой, словно стеклянный сосуд. Даже в отсутствии боли что-то давило в голову. Во мне стали проявляться гнетущие стороны. В попытках обретения жизненного контроля я обратилась к механизмам. Они сводились к улучшению внешности, еде, злому перфекционизму, примитивные циклы, где все по расписанию. Я усиленно изображала рутину нормальности. Так дни и ночи мелькали в темноте непроглядности, реакция собаки Павлова при любой неприятности. Потом я несчастливо влюбилась, во мне забились новые странные механизмы, побудившие однажды взять лезвие опасной бритвы. В отблеске лезвия и багровых тонах я познала всю остроту своего болезненного бытия. Все, что мне оставалось вера, я верила в силу любови. На урока были другие планы, любовь не искала ко мне дороги, мне постоянно встречались жуткие уроды. В 11 лет за мной впервые пошел мужчина. Он представился учителем, я помню его жуткие мотивы. С того момента их стало не счесть на моей невзрачной дороге. Однажды урод накачал мне на блузку прямо в метро. Стиснув зубы, я улыбалась звериным оскалом, чтобы не обращать внимания, как сильно мне не везет. За всю жизнь у меня было 3 мужчины, а так посмотришь, как будто все 33. И у каждого из них крайне грязные мотивы. Так я дотянула до 21 года. Голова вдруг перестала болеть, видимо, такова была воля рока. Я проснулась и обнаружила, что моя жизнь — это пустота в голове, слабое тело, горечь от рвоты, пассивная ненависть, экзамены, шрамы, стресс, какая-то мутная работа. Миллион часов на совершение пустых ритуалов. Убивание времени для того, чтобы просто не сойти с ума. За все эти годы я порядком опустилась, поизносилась. В тумане сознания начала забывать, к чему вообще я стремилась. К себе у меня не осталось ни уважения, ни любви. Моя вера в любовь обернулась в гнетущий фанатизм. С упорством фанатика я стояла в просящей позиции. Я верю в настоящую любовь, пожалуйста, не проходите мимо. Падая ниц перед каждым проходимцем, бредя в темноте, бредя в пустоте, в темном лесе своего рокового предназначения. Господи, прости мне мои страшные приключения. Так я продолжала униженно стоять на коленях, не снимая с глаз сумасшедшего любовного благоговения. И вот я достигла полного дна. Ниже падать было уже нельзя. Наконец, когда у меня иссякли последние силы, я больше не могу это выносить. Я встала с колен, пошатнулась и просто попросила. Встала и попросила. Если вы существуете, то просто помогите. Помогите. Помоги. И потом пришла ты. Ты ведь мой ангел-хранитель. Для тебя, дорогая, я буду кем угодно. Ведь я — это ты.